15 лет, и для меня все это еще каждый раз магия. Никак не могу привыкнуть, что я могу перемещаться по воздуху. Так, пацаны, нам нужно, чтобы было дешево, и чтобы было легко. А также, чтобы оно было надежно и безопасно. В основном для вертолетчиков смерть — это провода. Вот такие штуки на вертике прикольно делать. Робинсон 44, как вы видите, это вездеход. Вот и вся конструкция. Вот что на вертолете я люблю делать, да, это вот такая вот вороночка. Это отдельная история, но главное, что вертолет это позволяет. Поэтому я люблю летать на вертолете. Всем привет, и сегодня у нас долгожданный выпуск про вертолет. Меня много раз спрашивали, почему я не снимаю обзоры вертолетов и умею ли я вообще летать на вертолете. Да, я умею летать на вертолете, у меня почти 900 часов на Робинсоне 44 и Робинсон 66. Но в силу того, что вертолеты в Америке не так сильно распространены, как это было в России, я летаю крайне редко. Последний раз я летал на вертолете в Америке, не знаю, мне кажется, года полтора назад. Поэтому сегодня мне нужно восстановиться, получить специальный допуск с инструктором, слетать проверку и вернуться в небо, летать на вертолетах. Hi, it's me. How are you doing? Good, I'm Peter. Peter. Nice to meet Nice you. to meet you too, Andrei. Have a seat. Are you a CFI, aren't you? I'm C5 double IMEI, yes. Okay. Where do you work? Where? Yeah, in helicopters, I mean. You work here in America? Yeah, I started flying helicopter back in Russia in 2013 or 2011, many years ago. But do you work here in America? I have my FAA rotorcraft helicopter CPL, Okay. not CFI. Okay, so that makes a different story. Yes, I don't have CFI helicopter. That's what I wanted to know. And so let's give a few questions now with you, because the low G, you don't practice it because you go through mass bumping, and that's something Yeah. in my plane today. I don't know if it's yours. Oh, you can simulate low G and just demonstrate how you can manage it and We load don't do it. it. Basically, what we do is just how do you recover when you have an onset of low G appearance? What would you do if you feel like you're going to have a low G maneuver? Pull up and lower this Lower the collector. gently. Yeah. Abrupt maneuvers are something that really, as a pilot, we don't do basically. Nope. Never. Вот такой офигенный, шикарный цирусовский рюкзак, в который влазит 15-дюймовый ноутбук, куча всякого стафа. Он может стать вашим. Инструктор выяснял, насколько я все забыл за то время, что я не летал на вертолете. Робинсон 44 и Робинсон 22 выделяются среди всей массы вертолетов тем, что для них нужен специальный допуск. В Америке этот допуск регулируется специальными федеральными авиационными правилами номер 73. Он так и называется, СФАР 73. И в нем написано, что каждые 12 месяцев все пилоты, которые летают на вертолетах Робинсон 22 и 44, должны проходить специальный тренинг и получать эндорсмент от инструктора. Каждые 12 месяцев. Вот то, что сейчас происходило, это, собственно, начало этого тренинга. Мы поговорили по теории, мы обсудили, какие особенности есть у вертолета Робинсон 44, мы обсудили вопросы мастбампинга, мы поговорили про low RPM, то есть что делать, если, например, обороты двигателя, точнее, обороты ротора падают ниже 80%, точнее, ниже номинала, вообще говоря. Не 80, 80 тоже пороговое значение. Ну, то есть, короче, мы обсудили всякие вопросы, которые связаны именно со спецификой данного конкретного вертолета, в том числе масс-бампинг, который характерен именно для этой модели. But the real mass bumping is this. You were saying is correct. You have the tethering hinge, so it's Yeah. a single. And what it does this. Now, what happens if you look at the hinge? The hub is not a solid. It's a solid thing, but it has a room inside. So what Yep. happens when you bank this like this? Yeah, it's gonna cut, hit cut the aisle. the Yeah. mast, and when you cut the mast, that's when you lose. If you are going up and then you need to go down, never do an Just maneuver, use a collective. Very gentle. Lower the collective and gentle. Okay. Good. From now on, we can go to helicopter. Сейчас мы идем летать. Полет продлится, наверное, примерно час. Судя по тому, что мы обсудили на брифинге и на граунде, мы будем делать авторотации, мы будем делать прямые авторотации, мы будем делать авторотации с разворотом на 180 градусов, мы будем делать симуляцию
Я не знаю, захочет ли он делать симуляцию low-G, как раз вот таким мастбампинга, скорее всего, нет. Мы будем делать обычные посадки, мы будем делать посадки на уклон. Мы обсудили с ним, как выполняется посадка на уклон на небольшой. Controller.ru – крупнейший каталог по продаже новых и подержанных самолетов и авиационной техники. Controller.ru. Если он меня заэндорсит, то следующие 12 месяцев я могу летать на вертолетах Robinson 66-44-22. И в том числе я смогу брать этот вертолет в аренду уже без инструктора и летать самостоятельно. Имея вертолет под рукой, жизнь становится гораздо веселее и, разноцветнее. Можно гонять где угодно, как угодно и когда угодно. I started flying 10 years ago in Australia. Okay. And but then it was just a side job because I was working as an engineer and it was just a part-time thing. But then I came here in Florida 2.5 years ago and this became my full-time job. Really? Yes. Oh, okay. I like you, I fly both airplanes and helicopters because I like both. Yeah, I'm flying both also, and I enjoy helicopter in one way. Yeah. And I enjoy an airplane in another way. Yes, and I agree with you. Is that the apple you need to chew both sides of the apple. It's not just one side. Поскольку вертолет этот четырехместный, но полезная нагрузка у него при полной заправке всего лишь 750 фунтов, примерно 360 килограмм, то разработчики не предусмотрели здесь никакого багажного отделения. В Robinson 44 багажника нету. Если посмотреть внутрь, то вот здесь вот под каждым сиденьем есть багажник. Багажник, если я правильно помню, рассчитан на 23 килограмма каждый, или 50 паундов. Соответственно, 4 кресла, 4 багажника. Больше 4 сюда не запихнешь. Здесь у нас у задних пассажиров также есть прикуриватель, подстаканники простенькие. Но, в принципе, на этом все удобство и пространство кабины Robinson 44 заканчивается. Здесь, соответственно, подключаются наушники, хедсеты, задние, передние. И все. Никакого тебе ТВ, никакого тебе мультимедиа-системы, откидывающихся телевизоров с экрана, ничего такого нет. Robinson 44 это максимально утилитарный вертолет для того, чтобы просто долететь из пункта А в пункт Б. Больше ничего на нем делать особо не сделаешь. Эти веревочки нужны для того, чтобы лететь координированно. Координированно — это когда вертолет летит ровно, а не боком или как-нибудь коряво. Для этого у нас есть приборчик внутри, который шарик, называется инклинометр или просто бол. Но самый простой визуальный способ, даже не глядя на шарик, можно всегда определить. Если веревочки смотрят вот так вот вверх параллельно, обе, вот так вот, значит, ты летишь ровно, скоординированно. А если веревочки в какую-то сторону вот так вот, например, показывают, это означает, что у тебя есть скольжение в одну из сторон. Ну, понятно, что поток воздуха набегает не в лоб, а поток воздуха набегает под углом. Уникальное приспособление, 3-копеечное, не стоит ничего, но зато заменяет целый прибор, который стоит кучу бабок. Так, начинаем осматривать вертолет. У нас есть, как обычно, чек-лист. Собственно, префлайт начинаем вот отсюда вот. Включаем кнопку мастера. Моя задача убедиться, что у меня есть топливо на борту. Здесь у меня дополнительный бак на 19 галлонов, из них 17 usable. И есть основной бак на 29,5 галлонов. Я включил мастер, увидел, что у меня есть топливо на борту. Все как бы работает. Лампочки горят, и дальше я пойду проверять сигнализаторы. Вот все эти лампочки, каждая из них, я по ним могу долго подробно рассказывать, они проверяются, их работоспособность в специальном лючке. Открыв эти два лючка, я могу получить доступ к панели проверки огней. И, собственно, что мы начинаем делать. Первая лампочка работает, я вижу. Вторая горит. Engine Fire, предупреждение, горит. TR Chimp горит. И Low Fuel нужно подержать 2 секунды. Low Fuel горит. Все лампочки проверены. Здесь у нас есть специальный предохранитель для актуатора. Актуатор — это, собственно, натяжитель ремней. И к нему есть запасной. Если вдруг оказалось так, что
основной перегорел, у тебя есть спэр запасной, который ты можешь включить. Это очень удобно. Конкурс будет следующий. Значит, вам нужно задать мне в комментариях самый интересный вопрос. И какой вопрос наберет больше всего лайков, тот, кто задал этот вопрос, получит от меня рюкзак. Никак не могу привыкнуть, что я могу перемещаться по воздуху. Так, пацаны, нам нужно, чтобы А, было дешево, и чтобы Б, было легко. А также, чтобы оно было надежно и безопасно. Пишите свои вопросы в комментариях. Какой вопрос соберет больше всего лайков, тот и получит рюкзак. Точнее, человек, который задал этот вопрос, получит этот рюкзак. Как его доставить, я еще подумаю и придумаю, но вот такой офигенный, шикарный цирусовский рюкзак, в который влазит 15-дюймовый ноутбук, куча всякого стафа. Он может стать вашим. Думайте над красивыми, интересными и увлекательными вопросами. Thank you. Yes, thank you. Дело сделано, и рюкзачок отправится победителю. So you want to see the tail temp up. There. I see it. And then you go down there. You look down there, everything looks clean. There's nothing dropping. Right. And one thing you don't see usually, that you need a mirror or you need this, is behind here. Everything man, looks it's really good. Clean. And Connectors. connectors are all good. Okay. You want to move the tail rudder actuator as well. Just give it a squash. That works. And you want to open this one as well. One more tail temp. Yeah. Okay, I see. Actuator looks good. No leaking here. Perfect. And plate. If you're happy here, you want to do these. Yep. Здесь у нас находится дренаж топлива, и мы сейчас проверим, есть ли у нас какой-нибудь осадок или вода в топливных баках. Две трубки, одна из основного бака, вторая из дополнительного. Я снимаю локер, засовываю трубочку внутрь, давлю, и у меня сливается топливо. Думаю, достаточно. Закрываем. Голубая, чистая, воды нет. Все окей. Проверяем со второго бака. Та же самая процедура. Частый вопрос, что делают с топливом. В нашем случае, поскольку оно чистое и не имеет воды и примесей, мы его заливаем обратно в крышку бака через фильтр. Я закрываюсь немножко от ветра, чтобы оно все не разлетелось. И топливо обратно в баке. У нас есть еще один краник, это нижняя точка. Если какая-то вода и есть, то с большой долей вероятности эта вода будет именно здесь. Люп. Чистоган. Хоть сейчас наливай да пей. Так вот, про топливо интересная история. У этого вертолета, к сожалению, очень маленький рейндж. То есть на нем можно лететь 2 часа 45 минут. Это вообще тотальный максимал, дальше которого, я никогда, по крайней мере, не летал. И обычно на 2.40 уже загорается лампочка Low Fuel, которая сигнализирует о низком остатке. Когда летишь на дальняк, особенно в российских условиях, и тебе нужно дойти до какого-то дальнего аэродрома, где есть топливо 100 ЛЛ, а по дороге нет ничего и сесть негде, мы обычно брали канистры. Берешь обычные автомобильные канистры, ставишь их туда под кресло. Можно брать не автомобильные, а там 10-галлонные такие пластиковые, они как раз по размеру встают под кресло. И на какой-нибудь стоянке просто тупо открываешь, берешь воронку и заливаешь. Когда мы летали в Европу, мы на берегу Балтийского моря садились на пляж, и прямо на пляже, на берегу, доставали канистры и заливали топливо. Интересные воспоминания. Вообще на 44-х вертолетах я облетел почти всю Европу. Я летал со своими клиентами по всем европейским странам. У нас был тур в Балтику. Мы пользовались дозаправкой всегда. У нас были всегда канистры с собой, потому что долететь, допустим, до Прибалтики
Ну, на тот момент, на 2014 год, из Москвы до Пскова топливо 100 лель взять было просто тупо негде. Иногда мы заказывали машину, нам привозили топливо куда-нибудь на подсадку, а иногда мы просто заливались из канистры. Так что один из минусов этого вертолета – это его дальность. 2 часа 40 минут, за которые можно успеть пролететь 400 километров, не больше. That's it. Здесь мы посмотрим тяги, tail temp. Вижу один tail temp, температурные датчики, второй, ничего не перегрето, все выглядит окей. Тем более мы вчера на вертолете летали, я надеюсь, мы ничего не сломали со вчерашнего дня. Гидравлическая жидкость, чуть меньше серединки, но это нормально, так и должно быть. Вот, собственно, 4 ремня. Это ремни, которые соединяют двигатель, то есть вал двигатель стоит вот здесь. 6-цилиндровый оппозитный атмосферный лайкоминг, 245 лошадиных сил. Вал выходит вот сюда. Возникает вопрос, как передать вращение двигателя на хвостовую балку и на основную мачту. Для того, чтобы решить эту задачу, старый Фрэнк Робинсон придумал актуатор, а именно натяжитель ремней. То есть вот эта ось, которая идет на хвостовую балку, она же идет вперед на редуктор. Редуктор, соответственно, он превращает вращение оси под 90 градусов и выводит ее наверх. И вот эти 4 ремня, кажется, вся моя жизнь фактически висит на 4 резиновых ремнях, которые натягиваются, и они соединяют двигатель с вращением обоих винтов. А отвечает за это маленькая хрень вот такого размера. Это электродвигатель, который называется актуатор. Он занимается растяжением ремней, то есть фактически он разводит одну ось и вторую ось, и ремни натягиваются. За счет этого передается вращение. С одной стороны очень просто, с другой стороны кажется, что ненадежно. Так вот, история следующая. Мой друг Сережа Ананов летел на младшей модели этого вертолета, Робинсон 22, не 44. И он перелетал Атлантический океан. Вообще он был в процессе завершения кругосветки. Это должна была быть рекордная экспедиция. Первый соло-полет на Робинсон 22 вокруг земного шарика. Вот, Сережа был у меня здесь в Майами в 2015 году, в мае, по-моему. Мы ему купили новый Garmin, он мне показал свой вертолет, весь уставленный топливными баками. И через 7 дней он пошел штурмовать Атлантический океан. К счастью, тогда уже были GPS-трекеры спутниковые, у него стояло 2 GPS-трекера, и мы могли контролировать, где он находится. В какой-то момент Сережа пропал. Ровно между Канадой, Гузбеем, по-моему, и Гренландией Сережа пропал. То есть пропал GPS-сигнал. В тот же момент, буквально через минут 5, наверное, наш друг Андрей Каплин из Калифорнии активизировал службу спасения канадскую, Компас. И канадцы начали прочесывать акваторию Атлантики в том месте, где Сережа исчез. Погода была хреновая, как обычно. Всегда, когда начинаются спас-работы, погода резко портится. Это как закон. Был туман, была низкая облачность, Сережу не нашли. Его не нашли в первые сутки, его не нашли во вторые сутки, и на третьи сутки, в общем, было понятно, что, скорее всего, Сережу не найдут никогда, и можно считать его без вести пропавшим, а впоследствии через какое-то время понятно, что смерть наступила, скорее всего. И тут вдруг приходит сообщение, что канадский корабль поисковый, большой, снял Сережу с льдины. Живого, обмороженного, обезвоженного, без жратвы, но он был жив. Ну и дальше Сережа рассказывал эту историю мне, и она опубликована во всех журналах. Значит, что случилось? В процессе полета над Атлантикой у него начали падать обороты двигателя. Лампочка загорелась, прозвучал сигнал, он перешел на авторотацию, и по его счастью оказалась большая льдина под ним. И он авторотировал рядом с этой льдиной. Не на льдину, а рядом с этой льдиной. Сережа был в костюме в защитном, но костюм был только снизу. Когда он приводнился, все, что он успел сделать, он вытащил плот. В плоте, соответственно, была небольшая НЗ. Успел раскрыть плот, натянул кое-как на себя этот костюм, упал в холодную Атлантику, вертолет затонул буквально через секунд 20-30, и он один с плотом залез на этот плот и погреб к льдине. Он выбрался на льдину, вытащил за собой плот, там была 1 бутылка воды и там пару шоколадок, галеты какие-то. И следующие 3 суток он просидел на льдине. Как он утверждает, приходили белые медведи, пытались его сожрать. Он на них выбегал и страшным голосом орал, что типа сволочи, куда вы там прете.
утверждает, что если орать на медведя, то медведь убегает. То есть, по крайней мере, в его случае это сработало дважды. На третьей ночи ему пришлось достать ракетницу, которая была в плоту в НЗ, и выстрелить ракетой в сторону медведей. Поэтому, когда пришел корабль, он слышал, на самом деле, вертолет, он слышал, видел, что пролетают над ним самолеты. Но когда пришел его спасительный корабль, это была, как обычно, как в сказках, последняя ракета. То есть он пульнул последнюю ракету сигнальную, они его заметили и спасли. Сережа жив-здоров, бодрствует, по-моему, на вертолетах больше не летает, если не ошибаюсь. Так вот, что случилось. На этом вертолете 44-м стоит 4 ремня, а на 22-м стоит 2 ремня. И по той версии, которая есть у Сережи в голове, один из ремней оборвался. И именно поэтому начали падать обороты. То есть обороты упали не мгновенно, они начали падать плавно. Поэтому есть предположение, что оборвался именно один из 2 ремней, а второй пытался тянуть. Вот, собственно, вся история про ремни, которую надо знать про Робинсон. One thing that you want to see in the 44, yes, exactly there. You want to see that it's aligned. I want to see the line What with does the it mean ball. if it's disaligned? If it's not aligned, it was twisted Yeah, why? because of over Speeding. Speeding. Overspeeding the engine. Yes. And that happens sometimes on startup or during an auto rotation. On a rotation. That's why I was saying when we do the 180, we just need to keep an eye, because when you bend, especially if you don't have room and you just twist bend straight away, the RPM go Really okay? fast. Okay. And sometimes you don't have room, so you need to be fast. And by doing that, you need to raise the collective a little. And this is a DSB out, right? Yes, that's what I wanted to show you. Ah. But it doesn't. You need to turn the lights on, otherwise it doesn't work. Okay, because power. Yes. Because of power. I So gotcha. what's the requirement for the lights to be? You need the lights if you want to fly nighttime. You need the lights from sunset on to sunrise. Correct. For nav lights. But we do check it as well because we want to make sure these things work. Gotcha. Okay. One thing, if you can avoid to touch the tail temps with if your hands are dirty of oil, because they change color. Yeah. So just a look is okay. They are okay as they are. Okay. Yes, we're good. Good. Give it a knob. Вот две меточки, 7 и 9. Между 7 и 9 должно быть масло. У нас чуть-чуть ниже 7, поэтому нам придется его дозалить. Я не делал этого уже года 3 или 2. Я имею в виду, не дозаливал масло в вертолет. Здесь есть особый нюанс, связанный с тем, что надо попасть. И довольно точно. Going back to helicopter. I'm excited. So if we have an emergency, this is what happens. If we need to land and landed, you hear me saying, everybody out, you have to get out. You wanna turn it? Да, открываешь дверь и уходишь от вертолета. Not on the back. Не назад. Front or perpendicular, but not on the back. And the blades spinning and flap. So that down. Walk away. Don't trust your arms. Don't jump, okay? And one thing, it's easy to get out. You have the belt. It's the same belt you have in your car. Push the button, release the belt. Headset, get rid of it. Open the door, walk away, okay? And the Good. one rules. Never walk behind the helicopter. Never. Even if it's not spinning, if it's not engine is running, never walk behind the helicopter. Always to the On front. Okay? Прыгай. So before starting engine checklist, seat belts fastened. Fuel shut-off valve, it's on. I see it. On. Cyclic collection friction off. And cyclic as well. Perfect. Collective is good. Yep. Full Okay. down, friction on. Cyclic neutral, friction on. Pedals neutral. Rotor brake disengage. It's already disengaged. Circuit breakers all in.
This one we leave Except it off. of- This one because they suck so much power. Okay. So once we start with it, but we don't need it because we're not doing any instrument. Gotcha. At least I can put you this one on if you need it, No worries. as you like. We're flying visual, so never mind. Sure. It's not instrument training today. Carb heat off. Carb heat off And locked. Yeah. Make sure full reach. It's going down and Cover. protected. Make sure guard installed. Trim and landing light switches off. This off. We don't have trim. Off. We don't have trim here, but we have the landing light. Landing light is off. Yeah. Avionics switch if installed There is none off. We here. don't have it. Clutch disengage. Checked. Clutch disengage. Altimeter set. And it will be about right here. Hydraulic and governor switches on. I see this switch is on and this one is Actually, on. to check this, now it's off. The other direction. This one is And on. now it's Okay. And this one is on, off, and on. Perfect. Starting engine and run Okay, up. hold on. Before we do that, let me put this on. Sure. We're gonna be in the air. Это интересная фишка 44-го вертолета. Dual Controls. Ты можешь снимать, если ты летаешь с пассажирами, а не со студентами, то ты снимаешь левый контрол для того, чтобы пассажир не вмешивался в управление. И точно так же снимаются педали. Это очень удобно. А когда летает два человека, инструктор со студентом, тогда левая сторона снова девается. По вертолетным законам американским, ну, в смысле законам, так устоялось. Справа сидит командир, слева сидит инструктор. То есть я выполняю сейчас функции командира, у меня все основные контролы на моей стороне, на правой. Hold on a Я second. сказал с левой, командир справа сидит в вертолетах, в американских. В российских, наоборот, слева. Hold on. The heater is on. Да. It's gonna be hot. I don't know why it doesn't go back. We will open vents and It's gonna be hot. With it's this. gonna be hot, really. Yeah. Open 2-3 times. No, just the open 1, 2, and 3. That's fine. Lower the collector. And friction. is on. Beautiful. Throttle closed, battery switches is on. Area clear. Clear! Clear prop. Ignition switch start, then both, and starter on line out. Set engine RPM to 50-60%. Okay. And then we will go from there. Ready? Yes. That's it. Okay. Okay, clutch switch engaged. Okay, just a second. Open the throttle because yes. 50-60%. Yes. Alternator. I see. And here this one as well. Yep, For the ADSB. Alternator switch is on, oil pressure. Green, green, green. Doors closed and latched. Yes. Cycling collective friction off. Я обожаю вертолеты, просто капец. Я тащусь от вертолетов.
I will see about the weather. I If would we suggest do- if it's windy like this, don't do it. Yeah, I will not do it. Yeah. I'm not a crazy. You're in control, everything is okay, but you haven't flown for a long time. I don't want to risk. Doesn't matter. Well done. Чё, как ты прикатался? Я сейчас меня больше укачало, чем на экстре. Я знаю. Телефон упал. Я знаю. Мы сделали столько лупов, что тебя не могло не укачать просто. Да. Особенно когда это Авторотация? авторотация, да, была. Каждый раз я так провалился. Никто не обещал легкой жизни. Правильно же? Правильно. I never flew this whiskey tanker, but I flew a lot of 44-147. I started renting helicopters from France in 2015. Hey, can you do me a favor? Can you straighten the planes? Yes. Straight. Perfect, straight. Good, 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 good. How far are we? 2 feet. 1 feet. Вау. Слушай, ну я не знаю, сможем ли мы вот, блин, так это сделать. Если нас будет трое, то мы проще руками будем аккуратненько. Да, мы, может, ее поднимем просто и занесем. То есть на вертолете в ангар не залетают, да? Ну, очень большие. Я видел пару видео, как они это делают, но это, в общем, типа незаконно. Ну что, я только что прошел чекаут. Вот мы слетали с Петро, итальянцем, итальянским инструктором в Америке. Мы слетали с ним SFAR-73, про который я говорил в самом начале. Я его успешно прошел, полет занял 1 час. До этого мы сделали короткий брифинг 20-минутный. И я получил свой эндорсмент. И теперь я могу легально летать на вертолетах Robinson 44-22 в течение следующих 12 календарных месяцев. Так что такая процедура. Вы можете все это увидеть в нашем видео. Пока. Шикарный обзор, возможность зависнуть, развернуться на 360, делать все что угодно. На вертолете это элементарно, любой может позволить себе это сделать. Почему вертолет дороже? Часто меня спрашивают, почему себестоимость вертолета дороже? Очень правильный и важный вопрос. Не обязательно становиться профессиональными летчиками, летать можно для своего удовольствия. И примеры тех людей, которых я перечислил в этом ролике, отличное доказательство для того, что границ здесь не существует. Вы можете начать с простого хобби, а во что превратится это хобби, никогда не знаешь. Поэтому, если вы хотите купить Robinson 44 недорого, но иметь при этом большой ресурс, мой вам совет – чисто чтобы поржать. Ну, давай поржем. Готовы? Слушай, прикинь, что вообще будет космос. О, Шо е? Круто. Да, конечно. С твоей прекрасной лысиной ничего не сравнится. Да?